Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Перед началом работы так и хочется процитировать великих поэтов. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. А пока я строю угол 30 градусов, вы в комментариях напишите, кто автор и как называется это стихотворение. Угол 30 градусов. Построить его довольно просто. Рисуем прямоугольный треугольник, соотношение катетов в нем 3 к 5. 5 точек в сторону, 3 точки вверх. И самый маленький угол в нем как раз и будет равен 30 градусам. Кстати, в обычном школьном угольнике тоже есть угол 30 градусов. Продолжим эти лучи. Вырежем получившийся треугольник. Немного срежем острый угол, чтобы получилась трапеция с основанием 1,5 сантиметра. Высота трапеции примерно 10 сантиметров. Выкройка готова. Всего нам понадобится 12 таких деталей. Возьмем самые разные оттенки красного цвета. Работать с такими деталями очень легко. Каждую сворачиваем вдоль пополам и прошиваем широкий край на швейной машинке. Закрепки делаем обязательно. Строчка мелкая, крепкая. Цвет ниток нейтральный, светло-бежевый. Детали шьем гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем. Когда все прошили, детали разъединяем и аккуратно выворачиваем. Все подтягиваем и расправляем. А дальше совмещаем края и сшиваем эти детали между собой. Сначала попарно. Потом расправляем готовые пары и шьем дальше. Таким образом соединяем все детали в кольцо. А дальше уже тщательно проутюживаем заготовку, подтягиваем и расправляем все швы. Получилась прелестная дрезденская тарелка. Мои постоянные зрители помнят, как мы вышивали лентами красивый букет. Ссылку на этот мастер-класс оставлю в описании под видео. Знаете, изделия смотрятся интересней, если в них использовано несколько видов рукоделия. Думаю, что дрезденская тарелка очень хорошо сюда впишется. Тщательно все промеряем
и закрепляем булавочками. А дальше уже пришиваем эту тарелку на швейной машинке. Прошиваем по контуру каждый зубчик. И можно еще сделать несколько строчек, закрепить цветочек через серединку. В центре остается дырочка. Закроем ее желтой тканью. Вырежем кружок, край немного соберем на нитку. Внутрь вставим шаблон из бумаги, стянем нитку и проутюжим. Потом уберем бумагу и наметку и закроем открытую серединку. Всю заготовку тщательно проутюжим и подготовим к дальнейшему оформлению. Для начала определимся с границами. Диаметр тарелки 20 сантиметров. Со всех сторон до края будет по 5 сантиметров. В канцелярском магазине нашла плотный типографский картон. Он и будет основой. Размер листа 30 на 40 сантиметров. Клеить будем клеем-карандашом. Сначала зафиксируем небольшой кусок, потом следующий. Ткань расправляем и натягиваем. Вот так частями мы приклеиваем все полотно. На обратной стороне мы также промазываем картон клеем, потом прикладываем ткань. Сначала верхний край, потом нижний, а затем приклеиваем боковые стороны. Дальше иголкой с ниткой прошиваем эти соединения, сгибы. Можно на обратной стороне дополнительно стянуть нитками эти края. Обычно таким образом оформляла, натягивала вышивки крестиком. А дальше намечаем самый центр дрезденской тарелки и большим сапожным шилом делаем дырку. Если надо, то потом отверстие можно расширить лезвием ножниц. И вставляем часовой механизм. Эти механизмы продаются в интернет-магазинах. Самое главное – правильно рассчитать длину штока. Готовы прекрасные, очень интересные настенные часы. Мне придумались такие, под мой интерьер. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свой результат вы можете показать в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас и на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!